Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне и в этот раз на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, полезно, дешево и красиво. Дорогие друзья, сегодняшний рецепт родился совершенно спонтанно, потому как я больше чем половину дня сидела с налогами, как раз вот послезавтра мне нужно сдавать отчет за первые полгода бизнеса, и я, короче говоря, сидела вся в компьютерной программе, в цифрах, в инвойсах, считала и так далее. И вдруг я поняла, что нужно что-то приготовить к ужину, потому что муж приедет с работы, и нам надо будет что-то покушать. И я, в общем, открываю свой холодильник и вижу, у меня пачка фарша смешанного, говядина со свининой. В общем, я начинаю думать, что мне сегодня такое приготовить. И, конечно, это должно быть быстро, чтобы не стоять, не заморачиваться, там, не выкручивать какие-то там кренделя. И я придумала для вас такой рецепт, как, назовем его, пирог, мясной пирог с овощами. Он будет делаться очень и очень быстро, и он будет полезным, вкусным и, опять же, диетическим и красивым. Ну что, мои дорогие, идемте готовить. Для приготовления нашего блюда нам сегодня с вами понадобится огнеупорная форма, где мы будем выпекать наш пирог, миска стеклянная для вымешивания фарша, маленькая мисочка для вымешивания соуса, маленькое полотенце, венчик для взбивания, лопатка силиконовая. И из продуктов питания растительное масло немножко, для того, чтобы мы форму вспрыснули, соль, перец, 400 грамм замороженных овощей, 50 грамм тертого сыра, 3 яйца, пучок зелени любой, у меня пару перышек зеленого лука и кинза, 500 грамм смешанного фарша, 2 столовые ложки цельнозерновой овсянки, 3 столовые ложки йогурта греческого и столовая ложка разных специй. Специи добавляйте по вкусу. Ну и начинаем приготовление нашего быстрого блюда. Давайте начнем с того, что мы с вами вымешаем фарш. То есть мы смешаем с вами фарш с 2 ложечками цельнозерновой овсянки, зеленью и специями. Смотрите аккуратно, если у вас специи соленые, то осторожно, не пересолите ваш будущий пирог. Теперь чистыми ручками вымешиваем все. Вы знаете, я не люблю перчатки, потому что сомневаюсь, что кто-то из нас, когда готовит в домашних условиях какие-либо блюда, надевает перчатки резиновые. А так, по старинке, все очень хорошо. Фарш готов, можно немножко поперчить еще. Соли у меня достаточно, а вот перчика мы можем немножко добавить. Так, пока я его отставлю вот сюда в сторонку, а потом, когда мы будем выкладывать, я его еще раз перемешаю. Теперь будем приступать к приготовлению нашей заливки. Здесь тоже все элементарно. Просто-напросто мы смешиваем яйца с йогуртом. Так, добавляем сюда. Можете добавить сметану, если у вас нет греческого йогурта. Вот сегодня у меня как раз был греческий йогурт. И сюда же отправляем сыр. Так вот. Сыр уже соленый, то есть я не добавляю никакой соли сюда. Но обязательно попробуйте, потому что это будет являться вот этой самой заправкой для нашего мясного пирога с овощами. Все это опять перемешиваем. Я возьму даже венчик, который мы уже с вами приготовили, и еще немножко так помогу себе все это хорошенечко взболтать. Тоже немножко поперчим. Еще раз перемешаем.
Вот такая заливочка у нас с вами получилась. И по сути наш пирог практически уже готов. Теперь берем нашу форму, вспрыскиваем ее немножко маслом. Все. И на дно формы мы с вами выкладываем наш фарш. Вот он так выглядит. Я его еще немножечко сейчас так перемешаю, потому что мы добавили с вами немного перца в самый последний момент. Так, теперь ручками выкладываем его сюда, на дно формы. Так. И разравниваем всю эту красоту. Руки можно намочить, чтобы это еще было более удобно делать. Прям ладошками топчем, так чук-чук-чук-чук-чук. Можно сделать бортики, чтобы это было просто как настоящий пирог. Видите, все как у нас чудесно с вами получается. Вот что у нас с вами получилось. Такой коржик, а-ля коржик. И на него мы высыпаем наши овощи. Овощи, повторюсь, могут быть совершенно другие, какие вам нравятся. Видите, они даже еще у меня не совсем разморозились. И поэтому я не добавляла никакой водички в наш фарш. Все, отправили на наш а-ля коржик. Теперь мы это все с вами разровняем. Все красиво. Видите, у меня здесь брокколи, морковка, сладкий перчик и стручковая фасоль. Все полезненькое. Получается у нас сочетание животного белка с растительным. Что может быть еще лучше? И еще у меня здесь красный лук. Ну вот, последний штрих к нашему пирогу – это заливка. Заливаем всю эту прелесть такой вот чудесной смесью из яиц, йогурта и тертого сыра. И еще хорошенечко это все выравниваем, так покрываем, чтобы это все было очень красиво. Смотрите, как все красочно у нас. Прям все, как я люблю. Вот что у нас с вами получилось. И теперь мы наш будущий пирог ставим в духовку, которую я уже включила на 180 градусов. И держим его там 30-40 минут. И потом мы с вами обязательно встретимся и посмотрим, что у нас с вами получилось. Смотрите, что у нас с вами получилось. Он очень и очень тяжеленький, поэтому я его поставлю, наверное, все же в сторону. И горяченький. Я его только вот вытащила из духовки. Ой, я забыла взять подставочку, поэтому мы положим их или поставим его на мои рукавички. Вот так вот. Дорогие мои, вы видели, как мы быстро все с вами это приготовили. Как я обычно говорю, у меня на это все уходит гораздо больше времени, потому что я там нарезаю, выкладываю как-то красиво, потому что я обожаю эстетику. Но когда вы для себя готовите, то есть вы можете все это подготовить быстро и не раскладывать вот по этим всяким пасочкам, коробочкам, тарелочкам, а все как-то так будет у вас гораздо быстрее происходить. Но заметьте, в нашем пироге нет никакой муки, ничего такого, которое бы могло повредить вашему здоровью, я имею в виду там пшеничная мука высшего сорта и так далее. Вы можете назвать этот пирог, может быть, запеканкой, но он очень-очень хороший. Я назвала его пирогом все равно, потому как мы выкладывали вот это а-ля тесто из фарша. И что может быть проще? Но я уверена, что у вас у всех пачка каких-то замороженных овощей найдется в морозильной камере. Фарш тоже можно найти всегда, и это дешево и сердито, как говорится. Я обожаю все блюда, которые приготовлены из фарша. И всегда раз в неделю, когда я делаю закупки, обязательно покупаю грамм 500 хорошего фарша. Но у нас качество хорошее в Европе, поэтому все это можно. И, естественно, яйца у нас всегда есть, какой-то сыр найдется или остатки сыра. В общем, такой момент, когда вам некогда и нужно что-то приготовить быстро и вкусно, и сытно при этом. А если еще подать какой-то салат к этому пирогу мясному, то будет вообще супер-дупер, все хорошо
скомбинировано по белкам, жирам и углеводам. Так что, мои дорогие, экспериментируйте, готовьте вместе со мной и не бойтесь еды. Можно вкусно готовить, быстро, красиво и, самое главное, полезно. Спасибо, что сегодня были у меня в гостях, и спасибо, что вы оставляете свои комментарии, пожелания какие-то, какие-то добрые слова. Мне это очень-очень приятно читать, и, конечно же, я очень рада каждому своему новому подписчику. И, дорогие мои, у нас впереди еще множество совершенно потрясающих рецептов, десертов, тортиков, пирожных, квашеных овощей. Так что будьте со мной и оставайтесь на моем канале. Спасибо, мои хорошие, что вы у меня все есть. Я вас всех люблю. И до новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!